течение 6 месяцев Алия Купер, 22-летняя девушка из Ричмонда, каждое утро приходила на одну и ту же автобусную остановку. Ровно в 6 часов 15 минут. Она приносила завтрак пожилому бездомному мужчине. Бутерброд с арахисовой пастой, банан и кофе в термосе. Это стало привычкой, такой же обязательной, как работа и дорога домой. Алия работала на 2 работах – в больничной столовой и в ночную смену продуктового магазина. Денег едва хватало на аренду крошечной квартиры, счета копились, электричество постоянно грозили отключить. Но она продолжала приходить. Не из жалости и не ради благодарности, просто потому, что не могла пройти мимо. Мужчину звали Джордж Флетчер. Ему было под 70. Он спал на картоне у закрытой прачечной и рассказывал странные истории о военных вертолетах, секретных миссиях и сенаторах. Алия считала, что он путается в воспоминаниях, но никогда не спорила. Она просто слушала. Однажды Джордж исчез. Его не было ни на остановке, ни в приютах, ни в больницах. Спустя 2 недели он вернулся, похудевший, с новым шрамом на руке. Передал Алие запечатанный конверт и попросил отправить его, если с ним что-то случится. Через некоторое время Джордж потерял сознание прямо на улице. Алия удержала его до приезда скорой и поехала с ним в больницу. Там выяснилось, что он ветеран с засекреченной службой. Его досье было почти полностью скрыто, но статус подтвердился. Джорджа перевели в учреждение для ветеранов, где он впервые за годы получил уход и крышу над головой. Через несколько месяцев он умер во сне. В его вещах нашли фотографию. Джордж в парадной форме с высокопоставленными чиновниками. А в письме, которое Алия отправила по указанному адресу, он писал, что не хочет быть забытым, и просил помнить не его, а девушку, которая приносила ему завтрак, когда весь мир отворачивался. Письмо дошло до генерала Виктории Эшфорд в Вашингтоне. История вызвала проверку. Выяснилось, что десятки ветеранов с секретной службой годами терялись в системе. После встречи с Алией были запущены реформы, создан мемориальный фонд имени Джорджа Флетчера и программа помощи таким ветеранам. Алия стала работать в системе помощи ветеранам и курировать фонд. Она не считала себя героем. Она просто сделала то, что могла. Бутерброд, кофе, внимание. Эта история не о политике и не о подвигах. Она о том, что маленький поступок может изменить целую систему, и что иногда одного человека достаточно, чтобы другой перестал быть невидимым.